Всем привет, с вами Саня, и сегодня я хочу сделать обзор вот на вот такой Лего мотоцикл, не помню номер. Здесь вот, когда я открыл коробку, сразу увидел вот такие огромные колеса. Они не в каждом наборе есть. Еще вот тут хорошо вписались амортизаторы, вот один, вот так он делает, и второй, вот он там желтенький. И он же опять вот так вот делает свое дело. Еще тут есть такие косые панельки, и есть еще в комплекте прозрачная такая. Она должна стоять вот здесь, но я ее убрал, потому что она очень болталась. Здесь еще есть несколько деталек Лего Сити. Вот одна прозрачная и вот вторая. Черненькая такая плоская. Вот тут еще есть два импровизированных мотора. Вот когда я кручу колесо, крутится там поршень. Еще вот есть такая деталька. Она тоже есть не в каждом наборе. Она полезная очень. Еще тут есть такие контейнеры. Это, конечно, мотоцикл BMW, но наклейки тут не было в коробке. Не знаю почему. Эти контейнеры, я думаю, что это мотоцикл-пиццевоз. Потому что, ну зачем тут контейнеры? Наверное, для пиццы. А вот если вот так вот их отсоединить легко, получится уже такой спортивный байк. Ездит хорошо. Амортизаторы в принципе мягкие. Давайте рассмотрим. Вот. На двух контейнерах имеются вот такие детальки, вот такие, чтобы закреплять. Чтобы открыть контейнер, нужно просто вот так вот нажать. И, конечно, тут сделали как-то, не знаю, можно ли сделать так, чтобы оно так не выгибалось. Я думаю, нет. Вот такой себе легкий контейнер. Вот такие вот эти детальки квадратные, они очень полезные. Их можно использовать для проектной системы. Теперь я вам покажу третий контейнер, который собирался самым последним. Вот этот контейнер, вот этот, мы сейчас смотрели вот на этот, он такой же, вот смотрите, такой же, как и этот. Его я обозревать не стал, потому что, ну просто с другой стороны, зеркально сделан. А вот этот контейнер будет поинтереснее. Тут открывается не вот тут двойная, а тройная, вот так вот ручкой. И тут и есть такая деталька, чтобы стопорила. Вот. Давайте я вам покажу. Вот, ребят, смотрите, когда я открываю, вот, открыл. А когда закрываю, дальше не идет. Ну, извините. Вот, дальше не идет. Сейчас я вам покажу, как вот этот бокс или коробка прикрепляется к остальным. Вот тут стоят такие две дырочки с крестиком. Вот так вот. Вот две дырочки, и вот так одевается. Вот, все. Еще тут есть такой, как сказать вам, крыло, что ли, чтобы не пачкалось все это. Конечно, оно держится на одной синенькой длинной. Но можно было бы сделать и на двух. А нет, на двух не получится. Хотя получится закрепить. Вот тут вставить троечку, и она не будет вот так вот
подниматься, потому что тут будут мешать вот эти крестовые. Еще вот тут есть такие новые детальки. Не знаю, новые они, но у меня таких всего 2. Вот. Раз и 2. Еще тут есть вот такие трубы. 2. Очень много есть вот такие детальки, они тоже, по-моему, новые, серенькие, вот такие. Были только красные и черные, теперь есть еще и серые. Так, сейчас я вдену. Конечно, могли бы сделать, чтобы вот тут не выпирало, а то кажется то, что вытащилось и надо как-то поправить, но поправлять неудобно. И вот здесь бы еще поставили вот гайку, чтобы оно вот так вот не выпадало. Конечно, оно не очень выпадает, но чтобы было крепче. Ну вот. Еще тут есть конусная шестеренка. Даже 2, одна маленькая, другая большая. Карданчики, это очень полезная вещь. Их тут, по-моему, 2. Вот здесь они вот так вот используются. Один вот так вот, один, сейчас найду. Один вот тут стоит. Хороший комплект балок. Ой, не балок, а вот этих длинненьких панелей. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 панелей есть. Это хорошо. Еще вот есть одна вот такая длинная, которая вот, можно сказать, 2 палки вот так вот. И еще вот стоят там. Есть еще вот такая красная. Она у меня только одна. Еще вот 40 лет. Вот полезные вот эти диски. Их можно использовать, если у вас есть резинка, резинчатую передачу сделать. Ребят, рекомендую вам этот мотоцикл. Хороший набор для деталей, для своих построек. И вот эти колеса вообще прям. Из них можно построить что-нибудь, какой-нибудь другой мотоцикл. Также я собирала еще 2-ю модель. Это вообще какой-то, я не знаю, что это было. Но если там крутить заднее колесо, то он как бы будет стрелять, что ли, я не знаю. А вот из этих квадратиков подставка для него. В общем, на этом мой видосик закончится. Всем удачи, всем пока.